Вот некоторые факторы, которые могут ослабить сексуальное влечение у женщин. Гормональные изменения, связанные с менопаузой или родами, или проблемы со щитовидной железой, хронический стресс, в том числе стресс в отношениях, депрессия или другие проблемы с психическим здоровьем, некоторые лекарственные препараты, антидепрессанты, противозачаточные таблетки, антигипертензивные, болезненные половые акты. Для постановки диагноза расстройства сексуального возбуждения у женщин необходимо наличие как минимум 3 из следующих симптомов: малый интерес к сексу, отсутствие мыслей о нем, отказ от интимной близости, отсутствие удовольствия во время секса в большинстве случаев, снижение интереса к половым актам даже при воздействии эротических раздражителей, слабая чувствительность гениталий во время секса. Для того, чтобы повысить сексуальное влечение, поговорите со своим врачом или психологом о том, через что вы проходите. Врач должен проверить ваше общее состояние здоровья, рассмотреть любые лекарства, которые вы принимаете, и поговорить с вами о том, что вы испытываете. Если вашему лечащему врачу покажется неудобным говорить с вами о ваших сексуальных проблемах, не сдавайтесь, ищите гинеколога или сексолога, который хорошо осведомлен о сексуальной дисфункции. Если вам нужны лекарства, врач может рассмотреть вопрос о назначении кремов с эстрогенами, которые могут помочь при болезненном сексе из-за сухости влагалища. Обычно вводится один аппликатор крема каждую ночь в течение 2-3 недель. Затем доза уменьшается до 2 раз в неделю. Побочными эффектами являются тошнота, рвота, боль в животе, болезненность молочных желез, головная боль и другие. У женщин с низким либидо непосредственно перед, во время или после менопаузы, или у женщин, которым была сделана операция по удалению яичников, некоторые эксперты предлагают использовать патчи с тестостероном в течение нескольких недель или месяцев для достижения эффекта. Пластырь практически прозрачный, размером с яйцо. Его надевают чуть ниже пупка и меняют дважды в неделю. Его использование противопоказано во время беременности или кормления грудью. Побочными эффектами являются повышенное ополоснение, огрубение голоса и другие. Сегодня многие практикующие врачи лечат как мужчин, так и женщин с аноргазмией в результате приема селективных ингибиторов обратного захвата серотонина силденафилом, более известным как Виагра. Хотя этот подход хорошо работает у мужчин с сексуальной дисфункцией, только недавно выяснилась эффективность силденафила и у женщин с этой проблемой. Его необходимо применять за час до сексуальной активности. Этот препарат ускоряет приток крови к гениталиям и поможет достичь оргазма при условии наличия сексуального желания. Велбутрин, бупропион – это антидепрессант, который может быть назначен для лечения низкого полового влечения у женщин, которые еще не достигли менопаузы или если другие антидепрессанты негативно повлияли на их половое влечение. Препарат Велбутрин XL назначается в дозе 150 мг 1 раз в день. Флибансерин – это препарат для лечения низкого полового влечения у пременопаузных женщин. Продается под торговым названием Эдди. Повышает уровень допамина и норадреналина в головном мозге и снижает уровень серотонина, усиливая сексуальное влечение. Действие препарата проявляется через 4 недели после начала приема. Клинические испытания показали, что при приеме препарата у пациенток за месяц отмечается повышение количества удовлетворяющих их половых актов. Наиболее частые побочные эффекты включают головокружение, тошноту, усталость, сонливость и нарушение сна. Употребление алкоголя на фоне приема флибансерина может приводить к значительному снижению артериального давления. Препарат принимается в дозе 100 мг 1 раз в день перед сном. В стадии разработки находится препарат бремеланотид, агонист рецептора меланокартина, который вводится подкожно при помощи шприц-ручки. По данным предварительных исследований, препарат увеличивает число удовлетворяющих сексуальных событий в месяц. Побочные эффекты включают тошноту, приливы, головную боль, боль и зуд в месте инъекций и инфекции верхних дыхательных путей.
Glenmark Pharmaceuticals недавно выпустила сексуальный стимулятор в виде геля для женщин в Южной Африке. Этот первый в своем роде продукт, названный Evermiles TM гель, является уникальным, клинически протестированным и запатентованным препаратом, полученным из растения Ами Виснага. Продукт не содержит гормонов и доступен без рецепта. Нужно всего лишь нанести количество геля размером с горошину на клитор и малые половые губы за 10 минут до полового акта и приготовиться к получению удовольствия. Гель стимулирует женские наружные половые органы и повышает количество смазки. Надеюсь, видео окажется для кого-то полезным. Будьте здоровы! До скорого!